Soy hincha de la selección. Мундиаль. Профессиональный каскадер идет сейчас так. 7 minutos te falta para que termine. 7 minutos te veo, no te vas a perder. 2 миллиона песо. Не можешь говорить, прижал зуб. Вамос, Аргентина. Короче, его прям было классно. Подготовка, раз, два, три. Вот так вот. Пожалуйста. Топотульки снимаем. Ну, постановщик, ну, режиссер-постановщик. Влоги вернулись. Ура! Что, хочется рассказать вообще, что у нас было за последнее время? Да, мы это сделаем быстро. Помни, что ты мне устроила одно свидание. Да, Алена очень любит лазать по всяким штукам, поэтому мы поехали в Тигры, в веревочный парк, никогда не были в Тигры. Очень прикольно, очень понравилось. Ой, аккуратно. Такой умничка, молодец. А ты как прошла, как кошка? Давай нас подснимем. Да, один из самых лучших, да, парков в Южной Америке. Да, написано так. Что за пантера приползла? Мы советуем туда сходить. Нереально сложно, но было так классно и интересно. Знаешь, что ты можешь соскользнуться? Угу. Все? Сейчас, вот так вот надо идти. Вот. Профессиональный каскадер идет сейчас так. Оп. Ого. Вот сейчас посмотрим, настоящий у меня бибизяк или нет. Но теперь эту ногу, которую ты подтянула, поставь. Да. На нее встань и закинь другую. Да, да, да. Круто? Вот он. Во-первых, у нас заняло это все 5 часов где-то, да? С утра мы выехали, вечером только приехали, ехать далеко. Но мы прошли каждую, как это называется? Трассу? Трассу, да. Каждую трассу, их всего 9 было там. Да. Вот. И было супер круто. Но мы это сделали, мы прошли все. И вот вы видите сейчас. Хорошо. Так, ну что, поехали? 9 уровней прошли. Ты прошла. Мы вместе. О, no. Я застряла. Но мы это сделали, мы сильные и духом, и физически подготовлены, поэтому было очень круто. Еще ты меня приглашала тоже на свидание. Может, Да. про него расскажешь? Да, можем рассказать вообще про этот особенный день. Это был, короче, очень классный день. Как вы помните, мы ходим, периодически мы ходим в школу испанского языка, мы учим испанский язык. Сейчас у нас уже B1, если верить школе, которая принимает экзамены у нас. Напомним, это школа Ибра, мы туда ходим каждые полгода подтягивать наш нивель. И эта школа пригласила всех желающихся, обучающихся в музей на стадион Диего Армандо Марадона. Кто болеет за Аргентинас Juniors, наверное, им очень сильно понравится. Вот. Будем ли мы говорить, за кого ты болеешь, за кого мы болеем, за какую команду?
Мы болеем за Аргентину Шуниорс. Пока что поддерживаем. Мы присматриваемся, но пока что склоняемся, да, к Аргентине Шуниорс. Извините, другие команды, извините, подписчики, которые болеют за другие команды, но вот так сложилось. Напишите в комментариях, кто еще болеет за Аргентину Шуниорс. Возможно, мы будем вместе поддерживать их, ходить на стадионы. У нас тут сложный выбор на самом деле перед нами стоит, потому что я не знаю, и Алена не знает, в каком мы районе пока что осядем. Конечно, бы болеть за районную команду было бы класснее всего, но пока что у нас нет определенного района, поэтому среди прочих равных мы вот склоняемся к Аргентине Шуниорс. Походили, пофотографировались, вот фотографии, короче, прям было классно. И почему этот день особенный? Потому что вечером я пригласила Егора, сделала ему такой сюрприз небольшой, не стала снимать. Сняли только сам концерт, да, и сделали пару фотографий там. Это Candlelight. Концерты по всему Буэнос-Айресу проводят, да, в разных частях города, где при свечах играет музыка инструментальная разных исполнителей, там и классические, и современные какие-то исполнители. Ну, в общем, да, тебе понравилось? Очень понравилось. Было очень классно. Классно для одного раза. На самом деле в Инстаграме это выглядит все красивее, Чуть да? более прикольно, да. Да, что там везде свечи вот такие вот. Как бы для одного раза нормально. Тоже рекомендуем сходить. Ну так вот, если вот вы не знаете, куда сводить вторую половинку, веревочный парк, а вот такой концерт, смотря что любит ваша вторая половинка. Да. Кто-то музыку, кто-то спортивные вот эти всякие штуки. Вот такие вот дела у нас. Все отлично, зима, холодно, хорошо. Мы кайфуем. 2,5 года в Аргентине практически. Хотели поговорить о главном событии этого месяца, правильно? Мундиаль. Чемпионат мира 2026. Конечно же, мы болеем за Аргентину. Por supuesto. Я еще вспоминаю, 4 года назад, прошлый чемпионат, мы смотрели в Черногории, и мы болели за Аргентину. Было дело. Уже тогда мы чувствовали, что Аргентина – это наш дом, наш второй дом. Аргентина выиграла, но мы не слышали, мы не видели, как празднуют аргентинцы. Поэтому этот чемпионат мира услышали. Вот, на 1/8 финала я пошла к стоматологу. Ну, как бы я не сама выбирала это время, я не хотела, сразу извиняюсь. Но на время матча у меня была запись к стоматологу, к имплантологу. На улицах никого. Счет я не знала, Егор... Уже пропустили один гол. Ты вышла, уже пропустили. Ты такая, ну как же так? Я сказала, что отыграемся. Да. Ты вышла. Да. И попросила. И я написала, забили второй. Да. Аргентине. Вот. Я не стал писать, потому что расстроился. Но потом гол отменили, и Алена пишет, гол забили, потому что услышала крик на улице. Да. Но это был крик, потому что отменили гол, и все радовались. А я шла по тихим вот этим вот улицам, кстати, как сейчас мы идем. Я не знала счет, но я слушала, что происходит что-то. Люди кричат. Это было прикольно. Не видя, только слыша, идти и вот слушать вот такие вот вопли людей, которые болели за Аргентину. Я пришла в медицинский центр, охранники стоят с телефонами, смотрят футбол. Подхожу на ресепшн. На ресепшене тоже девушки там сидят, с телефона включили футбол, смотрят футбол. Я такая, ну ладно, хорошо, никого нет, я одна в этом центре. Там, в общем, многоэтажное здание, и на каждом этаже я останавливаюсь, мне нужно было ехать на 5-й этаж, на каждом этаже открываются двери, и все сидят, доктора, там, не знаю, ресепшонисты, все сидят и смотрят футбол. Людей нет, клиентов нет, по понятным причинам, я думаю. Даже на свой этаж, там сидят очень много разных докторов, не знаю, кто там. У меня там оставалось 7 минут до начала сеанса. Аргентине с Египтом
Осталось играть 7 минут. Я села, меня спросили, а ты кому? Я говорю, вот к этому доктору. Этот доктор говорит, ну это я, давай типа еще 7 минут подождем. 7 minutos te faltan para que te 7 minutos te veía, no te va a perder. Ну, в общем, мы все вместе сидели, болели, кричали и радовались выигрышу Аргентины над Египтом. Было очень супер круто. Первый раз, когда мы слышим такую поддержку. Мы смотрели четвертьфинал, уже дома вместе. Со Швейцарией. Со Швейцарией тоже было, конечно, напряженно, но радовались очень громко. Мне казалось, что это второй Новый год, потому что были фейерверки. Все кричали, радовались. Мы не стали выходить на улицу. На улице какие-то были разборки. Напишите, кстати, кто был в центре, на обелиске, да, что там вообще происходило. Потому что мы видели только видео. Сколько было людей, почему все выходят, почему все начинают крушить все. Вот это вот тоже мне непонятно. Я обещала сказать, куда мы идем. Мы идем сейчас к стоматологу вырывать мне зуб. Потому что у меня там какая-то проблема с зубом. В общем, не буду сильно вас погружать. Просто скажу вам, что его будут вырывать, и мне когда-нибудь будут ставить имплант. Я думал, ты скажешь, что и мне страшно. И мне страшно. Конечно же, мне страшно. У меня такие огромные зубы. И я боюсь. Я боюсь их вырывать. Ну, а что делать? Очень холодно, поэтому мы выключаемся. Увидимся в клинике. Фух. Третий этаж. Нам нужен 9. Ну, на 8 можно и на лифте поехать. Какой кошмар, сколько тут этажей. Страшно. Мне кажется, суммарно все займет меньше 10 минут. Дель Диенте. Диенте, шестерочка, ребята. Шестерочка. Это мой первый зуб, с которым я прощаюсь. Я, конечно, буду держаться как монстр, но... Вот такой доктор. Он такой, хыч. Как в прошлый раз я к нему пришла, и он такой, на радостях, что Аргентина победила, такой, ну чё, рвем зуб. Я такая думала, я, конечно, рассматривала и такие варианты, но думала, Swiss Medical, да не, они просто турно выпишут, да, это. Ну, думаю, имплантолог все-таки, не хирург же. Да, Алена рассматривала такие варианты. Я ей рассказывал, что мне так было. Ну, что я пришел, посмотрели, сразу вырывали. Алена сказала, да лучше так, конечно, сделать. И отказалась, когда ей такое предложили. Вот такой вот лицемерный человек. Нет, просто это было неожиданно. Я такая бы... если бы я от себя настраивала, то думаю, если предложат, если бы я проговаривала это в голове. Нет, это не настаивала. Я просто сказала, что, я говорю, мне нужно время. Ну, потому что, во-первых, я такая думаю, я ничего не ела. Я хотела еще погрызть что-нибудь такое. А потом подумала, что мне сейчас надо будет вот это вот с трубочки пить все, с этим вырванным зубом. Я жевать не смогу. Ты сможешь жевать на другую сторону. К тому же у нас паста мягкая. Паста, вот. Вот это тоже надо было подготовиться, чтобы еда вечером была какая-то более-менее мягкая. Ну, если что, купим еще тебе, что там этих, не равиоли, а как вторые называются, с начинкой. Нет, не паштет. Равиоли, правильно. Swiss Medical. Может, буду скоро амбассадором Swiss Medical. Если вы поставите лайк, подпишитесь и напишите комментарий. Иногда лечат зубы с такой силой, такую силу прилагают, что как будто вот у тебя... Сейчас кость сломается. Да, там шкрябают, что-то стучат. Как будто все, ты без зубов остался. А тут реально без зубов останусь. Тут как не бояться, исход один. Посмотрим на мое настроение после, и выйду, наверное, вот такая вот. Больно. Не можешь говорить, прижал зуб. Я могу говорить 40 минут. Хорошо. Засекай. Потом расскажу. Да. Алена не будет вам рассказывать, как все прошло, потому что ей нельзя говорить. У меня вырвали зубик. Вот, но
Было она очень долго, полчаса сидела. И очень тяжело все проходило. Но вроде сказала, из того, что смогла сказать, сказала, что было не больно, просто долго и муторно. Потому что тяжело было тащить зуб. Поэтому подробности расскажем вам позже, а пока молча идем домой в тишине. Ну, точнее, под мои рассказы. A few moments later. Было неприятно, плохо, неприятно. Никому не советую. К стоматологу надо ходить, но вырывать зубы это самое неприятное, что может быть, мне кажется. Прошло 4 часа, мне начинает болеть зуб. Ну, не зуб, да, понятное дело, какая-то лунка. Но лунка, соседние зубы, кость, я не знаю, чего начинает болеть, но я выпила обезболивающее, мне не выписали никаких антибиотиков. Доктор супер классный, вообще никаких нареканий, просто великолепно провел свою работу. Объяснял и успокаивал, когда мне было тяжело. Зашил мне рану. Ему пришлось очень долго раскалывать мне зуб, потому что он не выходил. Он его расколол. Блин, очень больно сейчас, ребят. Я так хочу вам рассказать про то, что у меня есть страховка и все в таком духе, но, видимо, это будет завтра или послезавтра. Блин, всем, кому удаляли зуб, ставьте лайк. Я не знаю, нижние удалять зубы, мне кажется, всегда сложнее, чем верхние. 3-й день мой зубик намного лучше. Я не жую на этой стороне, у меня есть там сейчас нитки, у меня там луночка, она все заживает. Все так неприятно, так некрасиво смотрится. Мне насчитали 2 миллиона песо за 2 этапа. Первый этап — это имплант туда и что-то там решено осеомастик, колокасьон. Мне выдернули зуб 45 дней, я иду, вкручиваю этот имплант, видимо, он там как-то приживается, в общем, там косточку. Хотя у меня достаточно кости, у некоторых недостаточно кости, и приходится делать операции. Поэтому не затягивайте с этим, потому что кости могут истончаться, и потом придется где-то откуда-то из рта в другом месте брать кость. И второй этап через 3 месяца, после того, как мне сделали этот имплант, он все прижился, там все хорошо. Там эмерхенте пиляр эстетико ректо, скорее всего, и корона де порселяна либре де металь. Я опять купила страховку Swiss Medical, но почему? Почему опять Swiss Medical? На это есть 2 причины. Первая причина – это то, что у меня уже была страховка Swiss Medical. Наверное, вы помните, год назад уже ее оформляла, и где-то полгода я делала разные обследования, делала физиотерапию, сделала себе стельки, проверила все, что можно было, и вышло довольно экономно, нежели я бы ходила вот так вот по врачам. Плюс. Я решила опять попроверять, походить по стоматологам, разные пройти студию, сдать кровь. Раз в год все делают, да? Какие-то осмотры, но так как бесплатная медицина для нас закрыта, я покупаю страховки. Вот у меня такое хобби, раз в год покупать страховки. А вторая причина – это цена. Ведь я нашла агента, который предложил мне скидку на год с 15% скидкой каждый месяц. Я была очень приятно удивлена, потому что сумма примерно 269 тысяч песо я заплатила в первый месяц, сейчас я заплатила на второй 282 тысячи. Примерно так. По второй причине я проделала анализ с чатом GPT, с Gemini, как вам угодно, короче, с нейросетями, которые помогли мне проанализировать все разные страховки. Плюс чаты в Телеграме о страховках, итальяно, алеман, ОСД, ну, в общем, много разных страховок. И я остановилась на Swiss Medical, потому что цена не сильно различается, но с таким объемом врачей центров медицинских Swiss Medical мне подошел больше. Прекрасный день, потому что флаг Аргентины тут не просто так. Да, чемпионат мира, полуфинал. Мы играем сегодня с англичанами. Пожалуйста, хоть бы Аргентина победила. Вамос, Аргентина. Мы идем смотреть матч. Надеюсь, вы тоже смотрите и уже знаете результат. А я тут стою, я еще не знаю.
Argentina, quiero verte mi campeón. В общем, я сейчас собралась и иду к доктору. У меня 4-й день после того, как мне вырвали зуб. Я чувствую себя плохо. Я так боюсь, что там сейчас что-то нечистое, там такой привкус неприятный. И 4-й день, все-таки я ждала каких-то улучшений. Ненавижу просто, вот это самое нелюбимое у меня теперь, это вырывать зуб. Это просто какой-то кошмар. Я надеюсь, что вы поддержите меня, потому что это нереально трудно. Чуть-чуть приоткрыла рот, вот тут сразу начинает болеть. Вот так вот вся, тут нерв этот троичный болит, вот тут кость. Непонятно, соседние зубы, все чешется, все вот. Теперь это мой страх, вырывать зубы. Кто-то говорит, вырвал зуб, и все. Ну все, не будет болеть, нормально все. Но вот так нужно отмучиться, вот 2 недели в таком состоянии. Я напоминаю, я вырывала себе зубы мудрости, одновременно причем, 2 нижних зуба. И я не могла нормально есть где-то месяц. И мне приходилось пить. Я прям ела кашицу такую, пила из трубочки там. Короче, я прям в таком небольшом стрессе. Поэтому сейчас я без записи иду к стоматологу. И, возможно, он мне почистит, или же он... Ну, мне главное, чтобы он сказал, что все хорошо, все нормально, потому что, ну, как будто уже прошло 4 дня, уже должно как-то стихать. Я вообще надеюсь, что вам понравились шорты. Мы с Егором долго придумывали их. Я надеюсь, что вам очень понравилось, потому что нам очень нравится. Вы вообще зажигательно. В принципе, нам нравится праздновать чемпионат мира в Аргентине. Спасибо вам большое за то, что вы такие открытые, за то, что вы такие классные. И праздновать здесь это по-другому. Мы такого никогда не испытывали. Мы чувствуем причастность, мы чувствуем то, что мы тоже часть этого большого мероприятия, большого шоу, где мы болеем за Аргентину, конечно же. И видеть вот людей, которые так объединяются на улицах, после матча, во время матча, из окон кричат, это прям вау. Желаю удачи Аргентине. Вот, Месси просто вообще, что за зверь. Кто бы что ни говорил там про покупки того, что Аргентина все купила, честно, для меня это как-то странно. Потому что мы видели все матчи, видно, за что там были удаления, за что были карточки. Не знаю, это бред. Аргентина реально выгрызает победу. Тут нет такого, что Аргентине поддаются или Аргентина купила себе какие-то места топовые. Это бред, я надеюсь, что вы со мной согласны. Напишите в комментариях, как вы думаете вообще. Такой слух. Мне кажется, такие слухи распускают только те люди, которые боятся проигрывать. И проиграть такой сильной команде, конечно же, таким зверем, таким просто мощным зверем, как аргентинцы, это должно быть гордостью какой-то. Но вот некоторые люди, видимо, не могут принять поражение, поэтому нагоняют на Аргентину. Можно об этом поговорить в комментариях. Кто как думает. Давайте еще спросим у Егора. Действительно. Да? Soy hincha de la selección. Я думаю, потому что завидуют. Это первое. Завидуют. И второе, porque tenemos Messi. Поэтому да. Завидуют. Есть Месси, Аргентина побеждает. Конечно, все. Плюс притягивают американский капитализм и то, что Месси проще продавать как картинку. Все говорят, что честь поиграть с Месси и проиграть Месси. Другое покажу. Не попала к своему доктору, попала в гвардию. Зато узнала, как это работает. На самом деле очень быстро, и врачи довольно хорошие. Оказалось, что там инфекция. В общем, мне придется теперь практически каждый день. Завтра мне надо прийти. А потом каждые 48 часов. Понедельник, то есть в среду. Мне запихнули туда ватку с антибиотиком. Было очень больно, неприятно. Короче, вот вам совет, если вы сомневаетесь, не сомневайтесь.
Лучше сразу идите, да? Лучше сразу идите, если хотя бы какие-то есть догадки, что что-то не так. Даже если муж говорит, да нормально, у меня тоже болело. Да, слушайте себя, свой организм, свое сердце. Верьте себе. Своего мужа. Нет, верьте в своего мужа, но не верьте ему, когда он говорит, что да, это нормально, это болит, и неприятный запах, это тоже нормально. Так, друзья, я иду к стоматологу в гвардию для того, чтобы мне поменяли ватку. Сегодня я чувствую себя уже лучше, все хорошо, но мне супер некомфортно с этой ваткой находиться. Посмотрим, сколько дней это займет. Надеюсь, недолго, потому что хочется жевать, меня это раздражает, но главное, не болит зуб. Вот это самое главное. Туда ничего не попадает. Да, я чувствую антибиотики, я чувствую ватку, но в принципе нормально. Я хорошо. Так, друзья, в такой холодный, но все же прекрасный день мы идем болеть за Аргентину, потому что сегодня финал. Аргентина-Испания. Vamos, muchachos. И очень много роликов сняли для вас, шортсов, где мы и поем, и танцуем, и, в принципе, болеем за Аргентину. Вот, обязательно посмотрите, особенно шортс, там, где мы поем. Егор прекрасно играет на пианино. И мы ставили еще там кадры с полуфинала чемпионата мира. Так что, да, зацените, посмотрите обязательно. Лайк, подписка. Ну, в общем, вы все знаете. Так прекрасно. Все равно любим Аргентину, да? Испанцы очень сильные были, действительно. И забили, Аргентина так хорошо защищалась. Так было все хорошо. Мартинес как тащил до последнего. Вообще, вот ему нужно было давать золотую перчатку, а не вот этому вратарю испанцев. Ну ладно, есть как есть. Вот. Мы, да, немного расстроились. Конечно, на улицах очень тихо. Как будто ничего не произошло, как будто не было никакого матча. Да, давайте расскажем нам, потому что мы не понимаем. Мы смотрели с высокого этажа в Кабашита и смотрели в сторону от центра, выходит, да? Да. На юг окна. И там салюты на фоне были. Откуда салюты? Кто пускал салюты? Это что, кто-то болел за Испанию, радовался тому, что закончился Мундиаль, или почему? Откуда? Да, потому что когда в прошлый раз Аргентина играла в полуфинале, салюты тоже были по окончанию матча. И сейчас были там же, в тех же местах, салюты. Не знаю, место 4-5, где запускали салюты. Может быть, где-то в провинции. Давайте не будем о грустном. Давайте все же поддержим сборную Аргентины. Конечно, было бы круто, чтобы победила Аргентина и Месси последний чемпионат. И все было бы так классно. И вот, но есть как есть. Vamos, Argentinos. Vamos, Argentina. Carajo. Para Messi. Para Messi. Para Месси, para Месси, para Месси, para Месси. Gol, 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 gol. Muchísimas gracias. Nos vemos, señoras y señores.